Алло, Руслан, привет. Да, Дима, понял, Дима. какой Алло. Дима? Племянник твой. Что ты там, нормально? Нормально, а ты что? Как ты? Да ничего, в плену, все нормально. Когда парней из СИЗО отправляли в колонии, я их просила запомнить наизусть почтовый адрес, чтобы они могли мне прислать письма. Потом они приезжают в колонию, и оказывается, что там стоит таксофон, и им можно звонить. Звонить из таксофона можно только на российские номера. Даже если, предположим, мы дадим российские сим-карты родственникам в Украине, она не подцепится никакой вышки, потому что соглашение о роуминге было расторгнуто с началом войны. А у меня есть российская сим-карта, соответственно, они звонят мне, я вот беру один телефон, прикладываю к второму, и они разговаривают у меня в сумке. Папа звонит. Привет. Привет, пап. Привет. Ну что? Нормально, английский только что закончился. Даша хотела тебе сказать, что она учится на гитаре играть. Да, я уже мелодию даже выучила с песни, уже могу и сыграть. Это что? Да, поэтому ты приедешь, еще тебя буду учить. Хорошо. Обычно я просыпаюсь от того, что они звонят. Они начинают разговаривать с родственниками. Я в это время отправляю письма тем, кто не может звонить. Все контакты в моих телефонах – это контакты родственников. Все фотографии в моих телефонах – это фотографии их семей. На связь с пленными выходят только после того, как их начинают судить, а это где-то года 2. Это значит, что они 2 года не видели свои семьи вообще. И, конечно, им всем нужны фотографии. Они называют это своим инстаграмом, складывают их в папочку и показывают друг другу, потому что, молодые парни возраста моей дочери, моей погибшей дочери и моей старшей дочери сейчас. И когда я думаю, что там бы оказался мой сын, неважно, за кого бы он воевал, я бы выла под решеткой с окном, понимаешь, чтобы он мой голос слышал. Какая ваша миссия приезда в Киев? Я просто напряглась, не связано это с тем, что наши будут сидеть там еще вечно. Не, это ваши пригласили. Если бы не вы, когда мне позвонили и сказали, что есть возможность ему написать письмо, и вот я написала, а потом я еще и получила ответ от него, я так рыдала, что я вам не могу просто передать словами. Я не верила в то, что это возможно. Я помню, как он написал 2 страницы фамилий и имен других военнопленных, и цензор пропустила. Да. И мы потом вчитывали все эти фамилии. То есть это, конечно... какие они планы там строят в плену, да? Ой, Боже. да, вообще. Я сама, когда под арестом там сидела, тоже что-то у тебя нет жизни. Вот и думаешь, что дальше. Выживают те, которые строят планы. Вот те, в принципе, держатся. Я за это молюсь. Да. Если они звонят вечером, это значит, они весь день работали, чтобы им дали возможность позвонить вечером. Последнее, что они делали, мебель, что-то по дереву они делают. Не говорят конкретно. В Саратовской колонии они делают ножи. Я говорю, там в курсе вообще? Говорят, руководство в курсе, а менты не в курсе, что мы делаем ножи. А какое приблизительно количество в Могилевской колонии находится? Их 200. Там 2 барака, первый 6-й, в одном было 70, сейчас под 100, и во втором тоже. А в Ростове тоже бараки? Нет, в Ростове камеры. Это вот так вот. В середине сколько их? 30-35. Ага. Они спят по очереди. У них не хватает места для спания. Сейчас их перевели в 5-е СИЗО, которое они говорят, мы наконец-то у каждого своя кровать. Из колонии от военнопленного, в благодарность, видимо, за то, что я помогаю связываться с родными, очень приятно. Но пока не понимаю, что с ними делать. Представляете, какие ребята? Такая пуповина до сих пор между нами. Я знала, когда его бьют. Я знала, когда он не спит. Я знала, когда больно ему. Я знала, когда он хочет есть. Я это все знала. Я просыпалась ночью от того, что меня били по голове. То есть я чувствовала.
У меня начались большие проблемы со здоровьем. Вплоть до того, что я до сих пор хожу на терапию. Я у врача сейчас наблюдаю, потому что я не выгребаю. Я столько уже слышала разговоров, когда пленный звонит домой, а там мама на похоронах друга плачет. Или когда мама мальчика, которого мы ищем уже 1,5 года, все сказали ей, что он погиб. Но она не верит, и я вместе с ней не верю. И мы его ищем. И она утром мне записывает: Настя, такая ночь, всю ночь город бомбили. А я хочу дожить и дождаться, что мы его найдем. Привет, мамка. Игорь возле тебя? Ой, Игорь еще на работе. Капец, ну скажешь, мамка, что я его поздравляю. Конечно, с днем наберу рождения. Игоря. Ой, хорошо. Как ты? Да все хорошо, Как у твой тебя как-то. зуб как твой? Да заживаю по чуть-чуть. Вернусь, буду золотой вставлять. Все золоти вставлю, 32. И мой сладкий. Ждем, может, скоро кончится это безобразие, это будешь дома. Настя, от меня там спасибо скажешь, что соединила меня. У меня 45 секунд осталось, мама. Я поняла. Береги себя, солнышко. Ребята, с которыми я общаюсь, как правило, это защитники Мариуполя в 2022 году. И это время, когда люди в России, работающие в системе ФСИН, слетели с катушек. Ты вроде бы общаешься с человеком, он общается с женой, веселый, говорит, что хорошо себя чувствует, а потом ты узнаешь, что у него не работает полностью рука из-за пыток в колонии. Или вот звонит молодой парень, смеется, шутит, говорит: пожалуйста, там пришли мне мангу. А потом ты узнаешь, что у него перебита полностью нога, нет костей, и он эту ногу может на плечо себе закинуть. А ему 23 года. Я сейчас разговариваю с теми, кто освободился, с пленными. Просто, они говорят, 22 год был, это ужас. Что они от вас хотели? Для чего вас били? Просто унижение или добиться каких-то, я не знаю? Ну, они не скрывали, что это разнарядка, что это приказ. Разнарядка там, чтобы привести в чувство. Разнарядка привести в чувство. Это когда нужно, чтобы все слышали, что это очень строго. А рядовые всиновцы бьют просто для кайфа, для удовольствия. Это видно потому, как они это делают. У нас был один такой. Он брал металлический ключ на цепочке и крутил его. Мы стояли во дворике на прогулке, ладонями назад. Он заставлял нас встать головой к стене. Сверху смотрят спецназовцы, и если ты упираешься, сразу придет спецназ с дубинками и электрошокерами. А этот ходил и бил по рукам этим ключиком. Еще один приносил металлические линейки. Или школьные, или инженерные, не знаю. Они длинные и металлические, это очень больно. А они еще всю душу вкладывали. Я думаю, что это делается, с одной стороны, по приказу, чтобы не было желания после обмена в армию возвращаться. А с другой стороны, чтобы были покорны. Чтобы, если какой вопрос, сразу отвечали. Один из самых тяжелых для меня кадров из всей этой поездки. Я сейчас стою, и на меня смотрят через решетку. Не могу сказать сколько, но много российских военнопленных. И цель этой поездки одна. Я очень хочу, чтобы вернулись домой и они, и украинские военнопленные. С моей стороны говорят, что меня не выдает украинская сторона. С украинской стороны мне говорят постоянно, почему тебя не запрашивают, почему тебя не забирает твоя сторона. Поверьте, такие же вопросы у украинских военнопленных. Ощущение, что Россия совершенно не заинтересована тем, чтобы возвращать своих людей домой. Здесь я вижу, что мамы, жены только и ходят и говорят: верните, верните, верните. Как ваша семья все эти 2,5 года? Вы знаете, вы общаетесь? На протяжении всего 22 года было сделано все, что в их силах возможно. Во всех организациях, во всех инстанциях я был везде зарегистрирован. Приходят письма моим родственникам, что делается все возможное для того, чтобы меня вернуть себе на родину. Но это продолжается и по сей день. С женой мы имеем связь, и с детьми. На территории лагеря нам предоставляется телефонный звонок. Ну, это же всего 3 минутки. Хоть что-то. О чем разговаривают в плену? Да чаще всего вспоминается война, боевое задание, при котором попали.
какие-то ошибки нашей командования, да много кого. Ну, а так о родных, о доме. Недавно, когда я протянула руку, когда человек узнал, что я россиянка, не протянули руку в ответ. И я понимаю, что мы враги. Чувствуете ли вы вот эту вражду? Ну, а какая вражда? Мы всего лишь солдаты. У нас какой интерес вернуться домой? Алло. Алло, привет. Привет. Как твои дела, родненько? Ничего, на работе, все нормально. Мама, скажи, пожалуйста, я брату звоню уже очередной раз, почему он трубку не берет? Не знаю, все нормально. Я понял, хорошо, может, чем-то занят? Тебе як здоров'я? У меня все хорошо. Спасибо тебе большое, что ждешь, что не забываешь меня, родной. Я тебя очень сильно люблю. Береги себя, слышишь меня? Ти теж старайся берегти. Я берегу себя, я знаю, что ты меня ждешь. Есть ради кого себя беречь. Ты знаешь, скольких бросили жены и не дождались, а кого-то кинули на деньги, а кого-то обидели очень сильно. Я пишу женщине и говорю: ваш муж в тюрьме, он попросил с вами связаться. Она мне отвечает: что ты несешь, как вы нас задолбали, мошенники. Сейчас, год спустя, мы с этой женщиной переписываемся каждый день. Я ее очень люблю. Она умирает, к сожалению. У нее последняя стадия рака. Она недавно пережила еще одну операцию, и я плакала перед сном. Я очень боюсь, что она его не дождется. Алло. Алло. Привет. Привіт. Ясно. Потихоньку. Ясно. І що, мене можуть перевести на другу колонію. Я якось зможу потім про це узнати? Я не знаю. Я чула, що всіх засуджують, свозять в Макеївку. З Макеївки, по крайній мірі, за цей період я не чула, що вивозили на другі колонії. На обмін, да. Ну які обміни? Іра, ти що, на приколі? Ти на приколі? Я на приколі, да. Я тут обколотався, я якраз на приколі. Мені тут... Такі вопроси по телефону задаєш, а ну... Вопросы провокативных я тебе еще ни разу на яких не задала. Лишнего, чтобы не болтать. Що там врачі взагалі тебе говорять ще? Химиотерапевты будут советоваться, что делать дальше. Потому что нужна химия, потом надо будет реконструкция. Скоро у тебе день рождения буде вже. Дожить. Доживеш. Плохо, що мене не буде.